Всем привет! Как всегда, перед началом ролика включите субтитры и подпишитесь на канал. И кто хочет поддержать канал, может стать спонсором канала, получить авторские эмоджи и значок от меня. Тут есть несколько уровней спонсорства, поэтому выбирайте тот, который вам нравится, и оформляйте. В этом видео расскажу об улучшениях ядер, все плюсы и минусы от этих улучшений, и стоит ли вообще туда тратить свои кристаллы и свое время. Итак, чтобы открыть улучшение, вам необходимо для начала выполнить задание. Тут вот вы видите список заданий и что они дают вам. В двух словах, нужно тратить много материалов для улучшения ядер, чтобы выполнить все задания. Тут кому интересно, может зайти и глянуть. Все перечислять я не буду. Итак, перейдем к улучшениям. Допустим, вы выполнили все задания. Далее вы жмете просто на улучшение. И тут мы видим 5 сфер. Сейчас они у меня бесцветные, но для того, чтобы собрать один цвет, мне нужно собрать 5 одинаковых цветов. Как видите, у меня 0%, то есть у меня усиление 0. Для того, чтобы собрать цвет, вам нужно будет тратить ваши материалы для улучшения и также за каждый раз кристаллы. Возвращаемся назад и смотрим. У меня 8000 плюс 2000, то есть у меня 10 000 силы от улучшений за нулевой уровень. Эти улучшения, они идут на улучшение всех героев. То есть, если я соберу, допустим, желтый цвет, то я получу усиление желтого цвета на всех героях. И неважно, какой у меня здесь выбран. Давайте же это проверим. Допустим, я выбираю тот материал, которого у меня больше всего. А у меня 4000 таких фиолетовых и 2900 оранжевых. То есть, я выбираю оранжевые. Цена за кристаллы 100. Так же самое везде. Маленький лайфхак. Для начала вам советую всем, если кто-то будет здесь тратить свои кристаллы, не выбирать цвет, а вначале просто использовать все 5 и посмотреть, где же у нас выпадет больше одинаковых цветов. Но, как вы видите, мне не повезло, и у меня изначально выпало 4 цвета. То есть, какой будет здесь цвет, тот я и буду получать. Допустим, у меня выпало желтый, то есть 2 желтых цвета. Теперь мне нужно выбирать из желтых цветов. Идем далее. 3 желтых цвета. Не повезло. 4 желтых цвета. Опять не повезло. Опять не повезло. Опять не повезло. И так может быть до бесконечности, потому что эти улучшения ядер очень дорого стоят. То есть, как вы видите, я просто трачу, и ура, у меня желтый цвет. Жмем улучшить и получаем 1% желтого цвета. Возвращаемся назад и смотрим то, что я усилил на плюс 20. То есть, я получил желтого цвета баф плюс 20. Идем на желтый цвет, и тут у нас видно то, что баф плюс 20 и плюс 20 еще от того, что есть атрибут желтого. То есть, если у меня герой имеет желтые ядра, то он получает за 1% плюс 40. Если же у меня герой не желтого цвета, а любого другого, то он просто получает плюс 20 силы. Но это плюс 20 силы идут ко всем героям. И возвращаемся опять же назад. И смотрим. 1% я потратил примерно 1000, а то и больше кристаллов. Давайте покрутим еще раз и проверим, как же это будет второй раз. Как видите, здесь у меня 2 синих, то есть я буду крутить на синие. И в итоге жмем опять же улучшить. И получаем плюс 1% на синие. Опять же потратил чуть больше 1000 кристаллов. Возвращаемся назад. И тут мы видим то, что уже получил баф для синих. Плюс 20
И также плюс 20 от того, что у меня есть синий цвет. Возвращаемся, к примеру, к зеленым и видим то, что у зеленых только плюс 40. То есть плюс 20 нету. Но эти улучшения идут на всех героев. А теперь вопрос, стоят ли эти улучшения траты ваших кристаллов? На самом деле, я думаю, это очень дорогое событие. И я бы не совсем советовал всем использовать эти улучшения. Ведь это просто пустая трата кристаллов. Да, эти усиления даются на всех героев. Вроде бы это круто, но с таким же самым успехом проще потратить немного кристаллов в той же Академии и усилить себя, чем также тратить кристаллы в улучшениях. Ведь всего лишь плюс 60 силы для некоторых героев это очень мало. Но посмотрите, сколько кристаллов мне пришлось потратить для этого всего. Но тут решать каждому. Если вы имеете очень много кристаллов и вы их готовы тратить в этих улучшениях, то спору нет, вы можете тратить. Но если же вы играете без доната и вам нужны просто сила, то не советую тут тратить вообще никаких кристаллов. Вы видели, у меня было 0%, поэтому я там не тратил, а решил просто потратить кристаллы, чтобы создать ролик и показать вам всю боль от этих улучшений. Ведь для того, чтобы усилиться на максимум, вам придется каждый цвет усиливать до 100%, а это, наверное, миллионы кристаллов, как я думаю. Да, если бы здесь было бы плюс 50%, и в каждом было бы по плюс 50%, усиления были бы очень значительны, но для того, чтобы довести до плюс 50%, вам понадобится очень много кристаллов. Как-то так, кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал, оформляем спонсорку. И всем хочу пожелать мирного неба над головой. И всем пока-пока.